Всем огромный привет! Сегодня готовлю колбасу домашнюю и с удовольствием делюсь с вами своими секретиками в ее приготовлении. Выходит очень вкусный, ароматная, сочная внутри, очень хорошо нарезается, а самое главное, точно знаешь, из чего она приготовлена. Буду запекать ее в духовке на вишневых веточках, которые придадут еще и дополнительно ей свой фруктовый аромат. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Для этого мне необходимо 2 килограмма мяса, тут у меня лопатка, 2 килограмма, вот такие кусочки, без лишнего жира, и дополнительно к мясу добавляю полкилограмма сала. Тут у меня обрезки из той же лопатки, можно выбирать любое сало, которое есть. Мясо нарезаю вот такими продолговатыми полосочками по величине, ну, как картошка фри. Вот такие длинненькие. За счет этого в будущем наша колбаса не будет разваливаться при нарезке. Такие кусочки больше сохраняют влаги внутри колбасы. Поэтому вот такая вот нарезка. Нарезаю все мясо. С салом по-другому. Сало надо нарезать у меня с такими мясными прослойками. Нарезаю мелким-мелким кубиком. Вот. Потом сало при запекании, или если вы будете коптить колбаску или жарить на огне или на сковородке, без разницы, вот эти мелкие кусочки сала, они расплавятся и придадут вот такую тоже дополнительную еще сочность внутри колбаски. Вот таким мелким кубиком. Мясо и сало у меня уже нарезанные. Отправляю в емкость, где буду смешивать и мариновать мясо вместе с салом. Добавляю 3 с горкой чайных ложки соли и 3 чайных ложки, ну без горки получается, сахара. Это для усиления вкуса. И тут у меня специя хмели-сунели 2 чайных ложечки. 1 чайную ложку паприки острой. И еще я буду добавлять кориандр и перец черный. 2 столовых ложки кориандра измельчаю в ступке. Измельчаю из-за того, что вот в таком виде специи они имеют более насыщенный такой аромат, хотя можно использовать и уже молотый кориандр и молотый перчик. Черного перца где-то тоже полная чайная ложечка. Все измельчаю и добавляю к нарезанному мясу с салом. В таком виде будет мариноваться мясо вместе с салом. И для того, чтобы вот эта начинка была сочной, сначала добавляю 100 мл, перемешиваю, и еще добавлю 100 мл. Получается, на этом этапе буду добавлять 200 мл воды. Благодаря этому колбаса наша будущая внутри будет такой сочной и нежный. Чеснок сейчас не добавляю, буду добавлять его уже в самом конце, когда буду наполнять саму колбасу. Укрываю пленкой пищевой, накрываю и отправляю в холодильник мариноваться. И еще вот тут у меня справа в мисочке находится фарш свиной. Я тоже просто его посолила, добавила перчик и точно так же отправила в холодильник мариноваться. Минимум маринуем 3 часа, можно и на сутки оставить. И вот тут у меня замороженные колбаски, черева свиная. Очень удобно, например, если я знаю, что мне надо сделать 1, 2, 3 колбаски, вот так в кулечки, узелками перевязанные, и буду начинять в мясорубке. Так как они у меня были замороженные, то я их замачиваю, хорошо промыла, и черева свиная уже готова. Мясо с салом мариновалось сутки, фарш точно так же. Теперь все смешиваю вместе, добавляю 200 мл воды еще, и остается все только хорошо перемешать, добавить несколько зубчиков чеснока, и можно наполнять
череву. Вот получилось у меня из 3,5 в общей сложности килограммов 6 колбасок. Несколько колбасок я перевязываю вот нитками, делаю такие маленькие колбаски, их можно запечь на мангале на решетке или на сковородке просто обжарить. И несколько колбасок я запеку на противне на вишневых веточек. Для этого на противень застилаю пергамент, разрезаю уголки и помыла веточки вишневые, укладываю их вот такими вот слоями. Они подрумянятся, колбаска пустит сок, и они придадут еще такой фруктовый, очень приятный аромат при выпекании. Перед выпеканием обязательно прокалываю иголкой по всей поверхности, для того, чтобы колбаса не трескалась. Укрываю противень глубокий фольгой в 2 слоя, вот так вот. И в духовку на температуру 180 градусов, режим конвекция. Буду выпекать час, максимум час 10. В конце выпекания снимаю фольгу для того, чтобы она зазолотилась и приобрела вот такой красивый румяный цвет. Вот колбаса моя уже остыла. И теперь самое время ее разрезать и посмотреть, какая же она получилась внутри. Колбаса хорошо держит форму, не сухая, румяная на вид, хорошо нарезается. Вот посмотрите, она такая довольно и плотненькая внутри, но и в то же время сочная. При нарезке хорошо держит форму. На вкус, друзья, тоже получилась вкусненькая, такая сочная внутри, ароматная. Веточки вишневые сделали свое дело, придали ей такой фруктовый еще аромат. Конечно, такую колбаску можно и колечко 1-2 заморозить, и потом в любой момент достать из морозилки и поджарить ее на сковородке, например, или на мангале. Очень вкусно, удобно, домашнее, точно знаешь, из чего приготовленное. Ну, а мне остается надеяться, что этот рецепт вам пришелся по душе, и вы будете готовить для своих родных и близких. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. С вами была Виктория. Всем пока и всем до новых встреч.